Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, Александр. Пожалуйста, скажите, сколько вам лет, в каком городе вы живете? Мне 38 лет, я живу в Алмате, в Казахстане. Валерий, вот вы нам прислали свои анализы, которые вы сделали до приема синтезита, после приема синтезита, после курса приема синтезита. Это очень впечатляющие анализы по многим факторам, в том числе и по таким, по которым мы раньше просто не имели каких-то данных. Можно сказать, что это феноменальные результаты в чем-то. Давайте вот сейчас с вами пройдемся по каким-то определенным позициям, которые самые интересные, да, то есть анализы достаточно большие, тут достаточно большое заключение вашего лечащего врача. Давайте пройдемся по некоторым самым интересным пунктам, чтобы нам не затягивать эфир, да, потому что потом мы частично какие-то анализы выложим в интернет, люди смогут уже их прочитать непосредственно сами, вот, естественно, с вашего позволения и согласования. А сейчас давайте по каким-то вот определенным пунктам точечно вот пройдемся, послушаем ваши комментарии, что вам сказал ваш лечащий врач. Это очень заинтересовало, да, вот такой пункт, как мочекислый диатез почек, МКД обеих почек у вас был до приема синтезита, и вот после курса у вас вот это вот МКД обеих почек, он не подтвердился, то есть мочекислого диатеза почек его не стало. Вот можете рассказать нашим слушателям, что такое вот мочекислый диатез, как вы это понимаете, да, и в чем это у вас выражалось? Это мочевидная кислота имеется в виду же, да? Да, 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 мочевая Мочевидная кислота. кислота, как мне объяснила врач, присутствует очень часто в организме там, у людей. Часто приводит к подагре, очень трудно выводится и лечится, практически там вылечить полностью невозможно. Врач была очень сильно удивлена, что у меня значительно она снизилась в организме, значительно. Прям была такая в шоке, обрадовалась, и говорит, этого не может просто быть, потому что не может быть. Вот. Всего за месяц у меня, и учитывая то, что я с момента первых анализов и после того, как начал пить синтезит, прошло там около 2 месяцев, я за это время еще, в общем-то, ухудшил свой организм за новогодние праздники. Так что он у меня мог быть в реальности даже выше, чем указано до. А после, да, ее совсем не стало. Эта вещь приводит к подагре и ко многим другим вещам. У меня, допустим, побаливала поясница от того, что занятием спорта занимался, да и занимаюсь, бывает, но раньше профессионально занимался. У меня побаливала поясница от травм. За счет того, что у меня ушла эта кислота, у меня перестала болеть. Допустим. И многие другие вещи по суставам она определила, что практически выздоравливает. Ну вот мочевая кислота, да, она на самом деле откладывается в суставах, из-за нее развивается подагра, это серьезное заболевание, с которым, ну, люди борются и просто не могут от него избавиться, там, пьют какие-то кучу таблеток, проходят какие-то специальные процедуры, но зачастую все это бывает бесполезно. А вот по вашим анализам у вас получилось то, что вот эта вот мочевая кислота, если она до приема синтезита была 390 показатель, да, то после приема синтезита 257, то есть это вот, грубо говоря, на 120 с лишним пунктов у вас оно упало и вошло в пределы нормы. И вы прям вот чувствуете, да, вот по своим суставам, по пояснице, по гибкости суставов, это все у вас поменялось как-то, да, то есть стало все это более, так, Выздоровел. да, да, выздоровело. Вот фактически, получается, вы выздоровели, правильно? Ну, в этом плане, да, конечно. Я занимался в свое время армрестлингом профессионально. У меня все связки на руках оторваны. Последнее время локти бывало болели, сейчас абсолютно все это перестало болеть. Ну вот да, многие на самом деле, те, кто принимают синтезиты, не замечают, что вот суставы, связки перестают болеть. Я в том числе принимал, у меня периодически болели вот те же самые локти на ногах, потом суставы болели. И за 20 дней приема синтезита у меня эти боли просто прошли. Я их перестал чувствовать на самом деле. Потом также, допустим, я когда раньше спал, у меня сильно затекала шея, болела шея во время сна. И вот я только недавно понял, что перестала болеть спина, перестала болеть шея. А вот вы пишете в своем, ваш врач, точнее, пишет в своем отчете, в своем анализе, что у вас тоже перестали затекать какие-то там моменты, вот эти вот руки, вот как это у вас происходит?
Ну, дело в том, что у меня довольно давно, у меня кровь очень густая вообще сама по себе. У меня с юности, наверное, если я, допустим, засыпаю на руках, они у меня могут на утро затечь до онемения. То есть я не могу ими даже подвигать, пока не разомну там одной рукой другую. А начал принимать синтезит, у меня полностью это ушло. Ткани конечности. Но вот да, ваша врач, она пишет, что у вас разжижилась кровь. То есть есть конкретный показатель, есть конкретный анализ, который об этом свидетельствует. И вы это прям чувствуете в своей жизни вот сейчас. Конечно, конечно, да. Еще вот смотрите, интересные такие моменты, да, касаемо того, что раньше не было обнаружено. Первый раз такое приходит нам такие анализы. На самом деле просто вот мне кажется, что наши люди, кто участвует в тестировании, они подобных анализов не сдавали, поэтому у нас таких данных нет. Но вот у вас очень интересные анализы по поводу всяких кишечных инфекций, да, допустим, каких-то там гельминтозов, то есть аписторхи есть такие вот гельминты, и ирсини бактерии, и токсокары, которые токсокороз вызывают. Причем я вот ознакомился с тем, что такое токсокары, и я в интернете обнаружил, что нет признанной методики лечения вот этого токсокариоза. То есть врачи там как-то экспериментируются, пытаются его вылечить. А вот ваша врач, она пишет то, что все, вы от этой болезни избавилась, она у вас прошло. Я вот смотрю, у вас 8 раз упало их содержание вот этого вот антигена к этим токсокарам в крови. Ну и к остальным, соответственно, также к ирсинии, к апистрохозу также упало. Вот вы почему вот на эти вот гельминты сдавали, на эти бактерии? Вас что-то беспокоило? Как это все произошло? Да нет, меня не беспокоило. Я просто когда понял, что участвую, получается, в эксперименте, я решил максимально по полной все проверить и сдал на все подряд анализы. И по совету врача, к которому обратился, она говорит, что это зачастую частая проблема у людей. Люди просто не знают, что у них много паразитов в крови. Всю жизнь живут и не знают, что у них много вирусов в крови и так далее. Я на все на это просто дал анализы и выяснилось, что да, у меня их большое количество. Она мне сказала, что такое ощущение, что вы в Индию съездили, побывали там, кусали голыми руками в Ганге там, с трупами. Вроде того. И потом, я сам очень сильный, она была удивлена, она говорит, мы по полгода выводим всех этих паразитов, получается, из организма. И то не всегда очень успешно. А у вас, говорит, всего за месяц это прошло. И я еще раз подчеркиваю, на момент приема синтезита и с момента подачи первых анализов, как я сдал, прошло 2 месяца, я за новогодние праздники ухудшил состояние организма. Я был тяжелее килограмма на 3, наверное, после этих праздников. Или 4. Валерий, смотрите, вопрос такой, вот, то есть ваша врач, вот она вообще как отреагировала? То есть они по полгода выводят, да, получается, там людей закалывают антибиотиками разными, там противопаразитарными средствами, отпаивают их, там делают какие-то промывания кишечников, я не знаю, ну кучу всяких процедур. Люди тратят огромные какие-то там невероятные деньги, при этом они подрывают себе здоровье, и не факт, что они еще от них избавляются, от этих паразитов. А тут, получается, вы всего лишь за месяц избавились. Какие у нее были при этом глаза? Вот расскажите, когда он видела ваши анализы. Она, честно говоря, на меня все смотрит с недоверием. Наверное, думает, что я ее обманываю. Поэтому она улыбается, потому что он говорит, мне все нравится, там это, но так поглядывает. Я смеюсь, что смотрю. Я ей пообещал баночку синтезита, когда мне придет, я уже заказ сделал, пообещал ей баночку синтезита, чтобы она мне с отчетом помогла. И я ей дам. Все будет в порядке. Она сама убедится скоро. Ну, дай бог, да, дай бог. А вот вы сказали то, что по поводу веса, да, что вы вот набрали за новогодние праздники очень много до приема, ничем себе не отказывали. У вас, вот я смотрю в вашем отчете, было 100 килограмм до приема, до начала приема. И потом стало 96,9, то есть 3 килограмма получается разница. Вы делали какие-то физические нагрузки, какую-то диету соблюдали, когда синтезит принимали, или не соблюдали, как обычно, то есть жили, просто пили синтезит. Как это вот происходило?
Ну, на начало сдачи анализов, да, я весил 100 килограмм. За новогодние праздники не ходил в спортзал никуда. За новогодние праздники набрал еще даже, наверное, 4, а не 3 килограмма. То есть я под 104 весил. И когда мне пришел синтезит, я тут же пошел в спортзал. Диету мне, кстати, врач назначала, но я ее не сильно соблюдал. Я отказался во время приема синтезита от мучного и перестал ужинать. Ну и добавки там не накладывал. А так, чтобы выбирать продукты специальные, нет, такого не было. Плюс срывал пару раз диету, бывал на днях рождениях, там, в гостях. То есть это не прям так, что строго. И ходил в спортзал 4 раза в неделю. Вот это и все. И я в результате похудел в реальности не на 3 килограмма, а килограмм на 7, на 6 там точно. Ну да, это очень интересно. А вот по поводу спортзала, да, и повышения энергии, энергичности. Вот ваш врач, она пишет следующее, значит, получается. Сейчас, секундочку, я найду этот моментик, да, потому что тут очень много. Тут я распечатал, у меня получилось 4 листа, А4 вот с отчетом вашего врача. Вот она пишет, изменения по гормонам щитовидной железы говорят о том, что препарат усиливает энергообмен, да, как бы прибавилась сил, ушла быстрая утомляемость. В зале это как-то проявилось по тренировкам? Конечно. Допустим, я в начале осени тоже начинал ходить, потом забросил к моменту сдачи первых анализов. Начинал ходить, у меня тогда, ну, а перед этим я где-то с полгода тоже не ходил. У меня мышцы болели около 2 недель. Ну, бывает же, когда первый раз приходишь после длительного перерыва. Около 2 недель. В этот раз я вместе с синтезитом пошел, и у меня буквально за 3-4 дня перестали болеть мышцы. То есть это уже плюс. Потом через неделю, наверное, буквально, да, у меня резко повысилось и в плане тягания весов, в плане энергии. Несмотря на то, что я пусть небольшую, но диетку соблюдал, а она все-таки энергию снижает. Нет, у меня энергии было в разы больше даже, чем без всякой диеты. Вот. Это прям заметно, да. И веса тягал так солидные, хотя только пришел в спортзал, и обычно такими вещами даже не стоит заниматься. Ну, просто мне другие казались легкими. Поэтому я приходилось брать такие, какие нормальные. Ну, отлично, очень хороший результат. И при всем при этом я смотрю, что у вас, допустим, тот же самый пульс и артериальное давление, они тоже нормализовались каким-то образом, да? То есть артериальное давление было 155/100, сейчас 140/90, то есть на 15 и на 10 пунктов, соответственно, снизилось. И пульс на 6 пунктов упал. Но этот замер, он же был, получается, когда вы к доктору приходите, вы замеряете, правильно? Вот, а сами по себе как бы не меряете вот так вот. Нет. То есть мы тут как бы, ну в принципе, да, то есть понятно. Это комплексная картина, она такая интересная, конечно, получается и на самом деле феноменальная. Сон, да, у вас стабилизировался, получается, вот тоже еще пишет. Ну, на самом деле, сон у меня даже не то, что стабилизировался, я стал намного меньше спать, я заметил. Я ложился поздно, вставал рано и всегда выспавшийся. Намного прям меньше. Если я раньше поздно ложился, я мог долго проспать. У меня работа позволяет там, в принципе, иногда и поспать подольше. А в этот раз мне даже никогда не хотелось. Я мог часов в 8 утра соскочить, там максимум к 9, и все, и мне уже спать неохота. Что касается пульса, допустим, и давления. Ну, давление у меня давно и всегда. Там, избыток лишнего веса, там, занятия спортом, все отложилось. Давление у меня есть. Оно, да, снизило давление, хотя я на момент первого приема, ну, первой сдачи анализов в спортзал не ходил. Казалось бы, здесь пошел в спортзал, давление и пульс у меня должны были скакануть. А у меня, наоборот, они уменьшились. Ну, интересно, интересно. Все в комплексе, это, конечно, на самом деле феноменальный, интересный результат, которого у нас до вас еще не было. Но, может быть, еще и потому, что мы просто не проверяли. Но в любом случае вы первооткрыватель. Вот. И позвольте у вас, Валерий, еще узнать одну такую вещь. Как вы его принимаете? Да? То есть вы его пьете до еды, после еды, во время еды, половинку капсулы, пол капсулы, какие-то, может быть, еще дополнительно там витамины используете. Потому что я вижу, что вот B12. Расскажите. Про синяки расскажите, про те же самые. Вот тут есть тоже пометка. Хорошо. Получается, я
пил синтезит, когда он мне пришел, выпил сразу же первую капсулу, потом на утро вторую, вечером третью, то есть я ударную дозу такую принял, на второй день сразу 2 капсулы, а потом уже все 28 штук, получается, я их пропил, одну перед сном пил. Одновременно вместе с тем, когда пил, я колол витамин В12 и витамин С шипучий покупал, там 600 микрограмм, что ли, получается, дозировку пил. И для того, чтобы для лучшего усвоения железа. У меня, кстати, по анализам в крови, несмотря на то, что принимал железо уменьшилось. У меня был его избыток, стало наоборот, в норме стало, но у меня уменьшилось. Я вот колол этот витамин вместе с витамином С принимал и пил синтезит. Плюс еще урсолизин иногда пил, потому что мне врач сказал, урсолизин это медвежий жир. Он как раз, мы вначале говорили про печень, потому что она у меня была заплывшая жиром, он как раз ее убирал. То есть помог ее еще убрать. Там никакой особой, как она мне объяснила, химии нет, поэтому я его спокойно пил. Вот. И получается, я ставил уколы себе сам. До этого никогда в жизни не ставил сам себе уколы. И частенько бывало, если специалисты мне ставили, которые умеют это делать, там через несколько дней у меня появлялись синяки, соответственно. А тут я сам себе как попало, естественно, ставил и в одно и то же место часто, потому что неудобно там с левой стороны подладить. У меня синяков вообще не было, вообще не появлялись ни разу. И меня это тоже удивило. Да. Понятно. Но это быстрая регенерация, да, то есть у вас изменилась свертываемость крови, быстро увеличилась регенерация, и, естественно, да, с синяками тут дело обстоит попроще. Это многие, кстати, замечают. Вот. Но, Валерий, хочу вас поздравить с тем, что вы избавились от мочевой кислоты, о том, что вы не допустили подагры, о том, что поздравить с тем, что вот вы избавились от серьезных паразитов, от которых миллионы, там, не знаю, если не миллиарды людей пытаются они даже не знают, что они у них есть, да. Вот. С этой мочекаменной болезнью тоже люди пытаются бороться, с этой подагрой, там, тратят какие-то баснословные деньги, а вы с этими 2 вопросами и со многими еще другими разобрались всего лишь практически за месяц. Я вас поздравляю, благодарю вас за сегодняшнее интервью, вот, и желаю дальнейшей вам удачи и вашему врачу, который тоже скоро, возможно, распробует синтезит. Спасибо. Дело в том, что она еще сказала, у меня песок из почек ушел. Вот, кстати, да, песок из почек. Расскажите, как она на это отреагировала? Она, в общем, реагировала так, улыбалась, но с подозрением на меня смотрела. Вот, она подчеркнула, что у меня ушел песок из почек, почки стали намного лучше работать, в принципе. Вот с почками еще большие изменения получаются. А так еще не припомню. У меня, кстати, была еще такая реакция на синтезит. Я после первой же капсулы у меня начало першить горло. Горло у меня начало першить, через неделю где-то прошло. Это я связываю с тем, либо то, что я курильщик, еще выходила слизь из горла. Либо то, что я курильщик, надо бросать с этой вредной привычки. Либо, возможно, у меня один из вирусов, который был в крови, он как раз вызывает ангину, дает. То есть на холодное, на что-то реагирует, дает ангину. Возможно, у меня на этот вирус пошла реакция. Кстати, вирусы у меня положительная динамика из тех, что нашли в крови, есть. Они уходят, но еще совсем не ушли. Как мне объяснила врач, это возможно, у меня просто еще не выработался к ним иммунитет. Еще через 4-5 недель проверить, и если они еще там меньше стали, то понятно, иммунитет вырабатывается, все проходит. Оно и так понятно проходит. Просто, возможно, чуть не хватило времени, но не больше надо для иммунитета. Да, будем ждать новых результатов. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До свидания. До свидания.